Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Это видео хочу начать со слов благодарности вам за то, что вы смотрите мои видео. Мне очень приятно. Сегодня полет в Москву, но не прямым рейсом, а с двумя пересадками в Вашингтоне и Нью-Йорке. Сейчас я в знаковом месте для всех любителей гражданской авиации In-N-Out Burger в аэропорту Лос-Анджелеса. Посмотрю пару часов на взлеты и посадки самолетов и выхожу в аэропорт. Как только записал начальное видео, услышал надвигающийся гул и резкий интерес людей вокруг. Это был Boeing 777-300ER в ливрее SkyTeam Аэрофлота утренним рейсом из Москвы. Это место называют меккой любителей гражданской авиации и споттеров мира. Днем постоянно кто-то смотрит и фотографирует. Сюда привозят родителей детей, которые говорят «Вау» после каждого пролета самолета. Проходят встречи споттеров, фотографии которых разлетаются по всем сайтам, связанным с гражданской авиацией. Здесь одновременно можно смотреть и за взлетами, и за посадками. И еще совершенно не скучно, потому что в Лос-Анджелес летает много авиакомпаний практически со всех частей света. Что-то авиационное происходит каждую минуту. В самой бургерной In-N-Out можно перекусить за столиком с таким необычным видом. Здесь же находится официальное место начала аэропорта, который коротко называется LAX. Самолеты используют 4 параллельные полосы, северная часть аэропорта преимущественно обслуживает рейсы с севера и востока, а южная – с юга и запада. Терминальный комплекс имеет форму подковы. Аэропорт занимает 4-ю строчку по загруженности в мире, конечно же, данные на доковидные времена. Приметил необычного мужчину, который старательно выводил маркером сердечко, а потом на него долго любовался. В городе очень много странных и креативных людей. На бульваре увидел табличку, посвященную Маргарет Пегги Херфорд, первой женщине-пиар-директору аэропорта. Как потом прочитал, это одна из множества табличек вокруг аэропорта, которые увековечивают память о людях, причастных к авиации. Карта показывала, что пешком я не могу дойти до терминала по какой-то причине, а такси за 3-минутную поездку показывало цену выше $25. Решил пойти до ближайшей станции проката автомобилей или парковки, которых вокруг аэропорта очень много, и сесть там на бесплатный трансфер, прикинувшись их клиентом. Ближе всего была прокатная контора Avis. Никто ничего не спросил, просто сел и через 10 минут уже был около терминала. Всегда удивлялся, аэропорт на 4-м месте по загруженности в мире. Почему нет никаких пробок? Как так получается? Мой первый полет на пути в Москву будет из Лос-Анджелеса в Вашингтон, аэропорт имени Рональда Рейгана авиакомпании American Airlines. Пошел на регистрацию через киоск, который показал мой рейс, но посадочно распечатать не дал, сказав, что мне нужно в другой терминал. Я зашел в терминал 4, а мне сказали, что мой вылет будет из терминала 5. Это следующий. Внутреннего перехода между терминалами нет. 5-й терминал уже делят между собой American, Spirit и JetBlue. Здесь киоск самостоятельной регистрации тоже не сработал до конца и попросил подойти к стойке. Издалека показалось, что в этой вазе лежат конфетки, а оказались бирки для чемоданов с контактной информацией о пассажире. По данным сайта Luggage Hero, в 2019 году американские авиакомпании потеряли аж 2,8 миллиона единиц багажа, и, судя по статистике, самый растерявший — это American Airlines. Перед входом в зону выходов на посадку нужно было пройти стандартную процедуру проверки безопасности. В этот раз не просили вынуть электронику, но просили всех снимать обувь и класть ее в сканер, даже если у людей были обычные шлепки. Мне это напомнило аэропорт Пекина, где на досмотре мне щупали даже кожу на руках и ногах, а вдруг что-то есть внутри тела. В момент, когда я попал в терминал, у меня уже практически сели батарейки на всех устройствах. И в отличие от других аэропортов, где я был в США, здесь с розетками была сложность. В креслах их не было, а по терминалу были раскиданы несколько крупных общих блоков для подзарядки устройств, которые имели большую популярность у пассажиров. Около одного я провел полчаса. Потом подошел к гейту 53А и понял, что он находится в такой зоне, из которого невозможно никак увидеть самолет, на котором я полечу. Только вот рядом стоящий 737-800, который прилетел из Денвера и готовится улететь обратно рейсом в Денвер. С другой стороны терминала попался желтый А320 авиакомпании Spirit. Такая же яркая раскраска, как и у S7, но, говорят, внутри, как в маршрутке. Пока смотрел на самолеты, объявили посадку. У American все как у всех. Посадка идет строго по группам. Практически никто не использует бумажные талоны, а сканирует коды со своих телефонов. Сначала идут самые премиальные пассажиры, первый класс, платиновый и далее по убывающие. Я оказался в 6-й группе. Но в итоге все встречаются в очереди в телетрапе. Авиакомпания входит в глобальный альянс One World. В него также входит наша российская авиакомпания Seven.
Когда заходишь в самолет в последних рядах, везде видишь только чемоданы и сумки. В Америке работает правило: если не нашел места или чемодан не влез под кресло спереди, значит иди сдавай в багаж за деньги. И я совершенно забыл сказать, этот полет проходит не на обычном 737-800, а на модификации 737-8 MAX, полеты которых недавно по всему миру были запрещены из-за 2 катастроф, и около 2 лет самолеты стояли на земле в ожидании доработок по безопасности. На борту нигде не было упоминания, что мы летим именно на Максе, так сказать, чтобы не беспокоить чувства пассажиров. Везде указывалось про модель Boeing 737. Шаг кресел оказался маленький, существенно ниже, чем у Southwest. Каждое кресло оборудовано розеткой, USB-портом и удобным креплением для устройств разного типа, мобильного телефона или большого планшета. После окончания посадки был проведен инструктаж по безопасности, который был по времени, наверное, в половину меньше того, который идет в российских авиакомпаниях. Часто звучала фраза: «Узнать больше вы можете сами в инструкциях, которые находятся у вас в креслах». Никто не просил убрать или выключить электронное устройство во время взлета. Капитан представился как Джейси Смит, сказал, что полет будет 4 часа и 28 минут на высоте 40 тысяч футов. Когда упоминал тип самолета, тоже просто сказал Boeing 737. Во время руления команда сделала дополнительное объявление о том, что на борту применяется принцип sip and bite. Перевести можно как «глотнул и укусил». Смысл его в том, что нельзя снимать маску и есть. Можно только отодвигать маску, чтобы сделать глоток или укусить еду, и сразу же ее одеть обратно. В шутку в конце прозвучала такая фраза: «Ох, сами знаем, что это сложно, но проще делать так, иначе штрафы, документы, полиция и так далее». Самолет к этому моменту уже рулил на южную полосу. Был замечен дирижабль над городом, туристический аттракцион с логотипом Goodyear. На параллельную полосу садился грузовой Boeing 747 авиакомпании Kalitta, который прилетел аж из Сингапура. Одним из преимуществ Boeing 737 MAX является существенное снижение шума. Я уже отмечал тишину A320 Neo, но у Боинга уровень снижен вот точно в половину. Я сижу в самом хвосте, и послушайте, как тихо на взлетном режиме. Большинство времени в году аэропорт работает по схеме, что взлет осуществляется в сторону океана, а посадка, соответственно, со стороны города. Мы взлетали по этой же схеме, набрали высоту, сделали левый разворот и взяли курс на восток. Появились виды бесконечного Лос-Анджелеса, и даже можно было увидеть визитную карточку города, надпись «Голливуд». Я раньше думал, что она больше и как доминанта возвышается над всем городом. Минут 30 после взлета я просто залипал в окно, рассматривая разные виды и места, которые мы пролетали. Вот, посредине пустыни, база хранения самолетов в городе Викторвилл. Еще это место иногда называют кладбищем, потому что не все самолеты возвращаются отсюда в небо. Можно разглядеть даже гигантов А380 авиакомпании Qantas, которые ждут возобновления полетов. Подключился к интернету. Во время подключения предлагали посмотреть бесплатно TikTok в течение 30 минут. Не готов я еще к этому. Я взял за $19 доступ на максимальной скорости на весь полет. Скорость позволяла смотреть YouTube в хорошем качестве. Слева пролетали Лас-Вегас. По флайт-радару следил за нашим полетом и самолетами вокруг, но никого не увидел. Сначала все пытался разглядеть Гранд Каньон, но он остался по правому борту. Всем пассажирам предложили напитки, воду, кофе, содовую и небольшие закуски. Я взял баранки, воду и чай. И чай, как всегда, был приготовлен специально для меня, так как явно его заказывают очень редко. Правильное решение я сделал, что взял дневной полет. Невозможно было оторваться от иллюминатора. Пустыни, горы, равнины, города, огромное количество аэропортов. А пассажиры в салоне в основном смотрели видео на своих устройствах. На кухне команда бортпроводников о чем-то разговаривала. Зашел в туалет, и в этом Максе он был маленьким и узким. Мне кажется, если я еще раз толстею, то в него мне нужно будет входить боком.
За час до посадки появилась облачность и начало темнеть. Разница во времени между Лос-Анджелесом и Вашингтоном 3 часа плюс время полета, и это означает, что прилетим мы уже, когда будет темно. Бортпроводники начали активную рекламу кредитной карты банка Barclays и предлагали прямо в полете заполнить анкету. За это можно было получить какое-то количество миль. Потом старший бортпроводник прошел по всему салону и каждый раз блоку из 3-4 рядов говорил фразу: «Мы знаем, что вы могли выбрать любую другую авиакомпанию, но вы выбрали American, и мы вам за это очень благодарны. Надеюсь, все прошло прекрасно. Ждем вас на следующих рейсах». Это было космически мило. Сама посадка уже была в полной темноте, поэтому я ее не снимал. Добро пожаловать в аэропорт имени Рональда Рейгана. Мой следующий рейс в Нью-Йорк завтра днем. Только после высадки я смог увидеть снаружи Boeing 737 MAX, на котором я прилетел. Отлично, 1 из 3 перелетов выполнен. Теперь нужно найти что-нибудь поесть и в отель спать. Аэропорт произвел впечатление со стороны архитектуры. Мне напомнило чем-то смесь старых вокзалов и соборов. Отель взял самый дешевый за $99 за ночь без завтрака. Отель располагается не прямо около аэропорта, нужно проехать на бесплатном автобусе. Но чтобы этот бесплатный автобус приехал, нужно в отель позвонить. Я звоню в отель, а там никто не берет трубку. Карта показала, что идти 25 минут пешком. Google говорит, что здесь должен быть тротуар, но здесь вообще тротуара никакого нету. Иногда было даже страшновато, так как райончик явно не самый безопасный. Та-дам! Я в отеле. Единственное, что смог найти покушать, это Макдональдс внизу. День номер 2. Вылет в Нью-Йорк в 3 часа дня. У меня есть несколько часов, чтобы позавтракать и погулять по городу. От отеля дошел обратно до аэропорта и поднялся на станцию метро, которая находится прямо напротив. В этот день была какая-то акция на проезд, и безлимитная карта на 24 часа мне обошлась всего в $7. Метро какое-то время находится над землей, но потом уходит в туннель. У меня не было каких-то конкретных планов, только 3 часа, чтобы погулять по городу. Мне понравилась станция Архивы, на ней я и вышел. Сразу попал на военно-морской мемориал и национальный архив. Дальше пошел просто куда глаза глядят. Отметил, что на улицах было мало людей для понедельника. Я думал увидеть строгий серый столичный город, а оказалось, что Вашингтон утопает в зелени, и мне встречались только позитивные прохожие. Кто-то гулял, кто-то спешил в офис, а кто-то завершал поздний завтрак. American Airlines прислала сообщение, что мой рейс задержан на полчаса. Вот если он задержится еще на час, тогда я точно не успеваю в Москву. Мои все 3 билета куплены отдельно. Авиакомпании не несут ответственности за задержки в перелетах друг друга, и если с предыдущим рейсом что-то произошло, Аэрофлот из Нью-Йорка меня ждать не будет, и мне придется решать эту проблему самостоятельно. Ну что ж, как идея была сесть на скоростной поезд Acela и приехать в Нью-Йорк за 2 часа до вылета рейса, но риск не успеть добраться до аэропорта и цена выше $300 за билет, припарковали ее. Поехал в аэропорт. На табличках меня привлекло слово «терраса». Подумал, что должно быть хорошая споттерская площадка. Под громким словом «терраса» оказалось место, которое окружено стройкой с очень ограниченным видом на аэропорт. Можно было только увидеть заходы самолетов на посадку. По всему аэропорту стояли коробки, где можно было взять набор масок бесплатно. Это были не медицинские маски, а хлопчатобумажные. Я взял себе одну упаковку, но они оказались маленькими для моего лица. Вылет был в понедельник, и на контроле было много людей. Я простоял в очереди минут 15. Работало всего 2 поста на проверку. Терминал делится как бы на 2 части, с 2 раздельными зонами контроля. У меня был час в запасе, чтобы посмотреть на перрон и самолеты. Попался Boeing 737, раскрашенный в цвета уже несуществующей авиакомпании TVA, которая была объединена с American Airlines. TVA в середине прошлого века была одной из крупнейших американских авиакомпаний и конкурировала с Pan Am. На перроне шла своя жизнь, каждый сотрудник помимо своих обязанностей еще и успевал сделать личные дела. Прилетел региональный CRJ из городка Хансвилл. Я решил посмотреть по флайт-радару, прилетел ли самолет, который полетит рейсом в Нью-Йорк. Становится немножко страшновато. Самолет, на котором я должен полететь в Нью-Йорк, задерживается из предыдущего рейса более чем на час.
На перроне появилась какая-то делегация, но смысл ее действий я так и не понял. Они с серьезными лицами прошли сначала в одну сторону, потом в другую сторону, а потом просто разошлись. С другой стороны перрона на обслуживании самолетов работали девушки. В России я как-то не припомню такого. Из-за разделения терминала на две части, чтобы не проходить опять контроль безопасности, можно воспользоваться внутренним автобусом, который ходит раз в 15 минут, соединяя чистые зоны. В самом начале я неправильно посмотрел, с какого выхода будет мой рейс в Нью-Йорк, и вошел в неправильную часть терминала, поэтому автобус оказался для меня как раз кстати. В американских торговых центрах, офисах и аэропортах часто встречается услуга почистки обуви. С интересом наблюдал за работой сотрудника. Он сделал, наверное, около 10 разных последовательных действий с обувью. Не знал, что это такой замудренный процесс. Ценник около $20 плюс чаевые, а сам клиент чем-то был похож на президента Байдена. Попался еще один самолет в специальной ливреи, теперь в память об авиакомпании America West, которая слилась сначала с US Airways, а потом уже с American. Одна интересная деталь. У авиакомпании был позывной «Кактус». American Airlines прислала мне очередное письмо. Мой рейс с 14 часов задерживается до 3 часов 50 минут. Теперь с прилетом в аэропорт Кеннеди в 5:20, а мой рейс Аэрофлота в Москву по расписанию вылетает спустя всего 2 часа. Сложность ситуации добавляла отсутствие вовремя самолета, который будет выполнять рейс в Кеннеди. Он зарулил из предыдущего рейса в 3:20. За полчаса подготовить его к вылету будет невозможно, значит, я точно вылечу с еще большей задержкой. К выходу подошли пилоты рейса, а это значит смена экипажа и дополнительное время. Я уже был весь на нервах, и к этому добавилось внезапное замирание перрона. Все самолеты остановились, и в течение минут 10 не было никаких взлетов или посадок. Над аэропортом пролетел президентский вертолет и 2 конвертоплана. Скорее всего, как и в России, объявляется некий режим, когда все ждут завершения пролета президента. К этому моменту я смирился, что не улечу в Москву сегодня, и пошел от стресса, взял большой клубничный коктейль со сливками. Вариантов в голове у меня было несколько. Или менять билет на следующий день, или купить билет на КЛМ через Амстердам, но на сегодня на поздний вечер. Общая цена двух вариантов была плюс-минус одной и той же. На мое удивление, посадка началась еще в момент заправки самолета. Ну и, конечно же, классика – очередь в телетрапе. На входе снял странную табличку 319 EOW. Что это означает вообще? Не встречал такой аббревиатуры ранее. Я еще как назло сидел в самом конце, на 19 ряду. Кресла удобные, у каждого есть розетка и подголовник. В кармашках кресел была только инструкция по безопасности. Самолет был полный. Эта аббревиатура не давала мне покоя. Вот раньше я только встречал на 319-х LR, что означало Long Range, увеличенная дальность, но такой никогда. А про себя я кричал: «Быстрее давайте, быстрее, опаздываем!» На перроне от нас начали отсоединять систему наземного кондиционирования. Вышел на связь капитан, сказал, что у нас на борту много стыковочных пассажиров, и он понимает всю важность успеть в аэропорт Кеннеди как можно скорее. Время полета 45 минут, высота максимум 24 тысячи футов. Он попросил полосу для посадки максимально близкую к терминалу. Старший бортпроводник сказал опять про маски и что обслуживания на этом рейсе не будет. Если кто-то хочет пить, лучше попросить сейчас до вылета. Инструктаж по безопасности проводили во время руления и завершили его практически, когда мы уже выехали на взлетно-посадочную полосу. На предварительном пропустили Embraer, который прилетел из Питтсбурга. Потом выехали на взлетно-посадочную полосу и, не останавливаясь, взлетели. Через минут 20 полета слева показался город-казино Оушен-Сити, и мы даже, кажется, начали снижение, как вдруг самолет сделал левый поворот на 180 градусов и начал лететь обратно.
Вышел на связь капитан с новостью, что в аэропорту имени Джона Кеннеди сейчас работает всего одна полоса на посадку. И так как мы летим вне расписания, нас поставили в большую очередь. Мы будем крутить орбиты еще около 35 минут, и если очередь не подойдет, он будет вынужден уйти на запасной. Скорее всего, им будет другой аэропорт в Нью-Йорке, Ла-Гвардия. Мы приносим извинения и так далее и тому подобное. Опоздание на рейс в Москву становится все ближе и ближе. Нет слов. Спустя минут 15 кружения около побережья капитан обрадовал всех, что нам дали разрешение, и сейчас он максимально быстро начнет процедуру посадки. Сказал, что стыковочных пассажиров рейса на Мадрид будет ждать самолет прямо около соседнего выхода, и чтобы они вышли первыми, а другие пассажиры их пропустили. Меня-то Аэрофлот ждать не будет. Явно у капитана не получилось сесть на правильную и близкую полосу, потому что руление после посадки заняло еще минут 15. До конца регистрации рейса на Москву в терминале 1 осталось 25 минут. Я сейчас в терминале 8. Бегу как могу. Конечно же, нас поставили на удаленный терминал, и чтобы из него выйти, нужно было еще пройти под землей в основной терминал номер 8. Прохожу мимо красивого 777-200ER, который как раз и летел в Мадрид и ждал пассажиров моего рейса. Там основной терминал American мне очень понравился. Много арта и интересных объектов. Жаль, что все видел бегом. Выйти из терминала был тот еще квест. По пути увидел вот такое красивое панно. В аэропорту Кеннеди между терминалами, прокатными конторами и станцией метро ходит поезд, который называется AirTrain. Он бесплатный, за исключением, когда вы едете на станцию метро. Тогда вам нужно его оплатить. Цена поездки $7.75. Здание AirTrain обычно находится рядом с терминалом. Внутри я растерялся, так как по расписанию все поезда двигались от терминалов в сторону метро, но оказалось, что есть еще поезд, который ездит только по кругу между терминалами. Дождался его. Проезжаем мимо бывшего терминала авиакомпании TVA, который был построен в 60-х годах в виде космопорта. Он долгое время не использовался, а сейчас там открылся отель с бассейном, выходящим на взлетную полосу и перрон. Очень хочу в нем побывать когда-нибудь. А вот Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic, который готовится к рейсу в Лондон. До терминала 1, из которого я вылетаю, мне нужно проехать все остановки. Вот проезжаем терминал 4, который обслуживает рейсы Дельты и КЛМ. А другие партнеры по альянсу SkyTeam, в том числе и Аэрофлот, летают почему-то из терминала 1. А это что-то интересненькое. Военный А-330. Посмотрел, а это заправщик КИС-30 королевских австралийских ВВС. Прилетел с Гавайских островов. После остановки у терминала 1 выбежал первым и через пару минут был уже внутри. До конца регистрации оставалось около 15 минут. Первый взгляд сверху, внизу как раз стойки регистрации Аэрофлота, и на контроле не так много людей. Отлично. У меня не получилось пройти онлайн-регистрацию заранее, поэтому обязательно нужно было подойти за бумажным посадочным талоном. На стойках был напечатан адрес электронной почты команды регистрации в аэропорту Кеннеди, на который они просили иностранцев отправлять какие-то документы. У меня уточнили, есть ли у меня QR-код с госуслуг. Я, конечно же, его забыл сделать. Ответил, что заполнил анкету в самолете. Обожаю это табло. Такое вот, знаете, из 70-х или 80-х годов. В самом терминале было многолюдно. Улетали рейсы в Рим, Стамбул, Касабланку, Париж. Стоял самолет авиакомпании Alitalia, которая, как я помнил, уже обанкротилась, а новая авиакомпания ITA на тот момент еще не летала. Наверное, это был какой-то один из последних рейсов. 2 Боинга 777 авиакомпании Air France, которые вылетали в Париж. И вот он, герой моего следующего полета. Boeing 777-300ER с бортовым VP BPG, который носит имя композитора Арно Бабаджаняна. У меня опять получилось так, что лечу на том же самом самолете, на котором прилетел сюда.
Вот на заднем фоне виден Манхэттен. Посадку на рейс организовали по группам. И что удивительное, пассажиры соблюдали последовательность. Очередь на посадку шла медленно. Решил зайти в книжный магазин, купить парочку глянцевых журналов и шоколадку, которая у нас не продается. Вернувшись к выходу, услышал, что уже по-русски на весь терминал называли имена пассажиров и напоминали, что посадка закончилась, хотя по часам еще оставалось минут 10 точно. Ну и классика. Всех загоняем в телетрап. Долго в нем стояли. На борту было все идентично предыдущему полету в Лос-Анджелес. На регистрации я попросил тот же самый ряд, но с другой стороны салона. Загрузка была неполная, и мне опять повезло. Никто не сидел на креслах рядом со мной. Салон был чистым, а экипаж очень приветливый. Я, к сожалению, не запомнил имена команды, но они искренне на посадке и помогали всем пассажирам решить какие-то мелкие проблемы и вопросы. Мне нужно было выпить таблетку, я достал упаковку, и стюардесса сама спросила, нужна ли мне вода, чтобы ее запить. Я кивнул, она принесла стакан с водой. Нас уже начали буксировать. КВС представился как Юрий Васильченко, сказал, что полет будет около 8,5 часов, и нам будет помогать попутный ветер. В конце пожелал отличного полета и настроения. У 3 семерок какое-то бесконечное крыло. Руление было на ту же полосу, на которую я приземлился рейсом из Вашингтона. Проезжали несколько авиационных мостов. На полосе, не останавливаясь, начали разгон и взлетели. Мне достался опять синенький набор. На всех рейсах он достается. Хочу узнать, что же находится в красном. Когда началось обслуживание, я заметил, что в отличие от рейса в Лос-Анджелес, пассажирам предлагается белое или красное вино. На горячее предложили классические – курица или рыба. Я взял рыбу. Дополнительно шел салат и чизкейк. К качеству претензий не имею, все было вкусно. После питания весь салон погрузился в сон. Спустя несколько часов объявили о начале второго обслуживания. Напитки начали разносить за 3 часа до посадки, то есть где-то спустя 3,5 часа после завершения предыдущего питания. Не все, как мне показалось, успели еще проголодаться. В этот момент мы были уже где-то между Исландией и Норвегией, и наша скорость была быстрой из-за хорошего попутного ветра. Да и на восток всегда лететь быстрее, так как помогает еще скорость вращения Земли. За окном начался рассвет, и мозг уже начинал переживать, так как должна же быть ночь, откуда свет. Впереди меня ждали 3 дня отхода от смены часовых поясов. На пути в туалет, на кухне, увидел стоящие бутылки с вином. В отличие от полета на Сейшелы, здесь предлагали другой набор вин от южно-российских виноделин. Я посмотрел в интернете, пишут от них достаточно хорошие отзывы. Вода акваника, а соки предлагались от садов при Доне. На горячее второго рациона был выбор между пастой с креветками и рисом с мясом. Взял пасту, вкусно и сытно, однако я еще не проголодался к тому времени. За час до посадки выдали формы от Роспотребнадзора и рекламу лаборатории РЖД в Шереметьево для прохождения ПЦР-тестов. Практически вся посадка прошла в так называемом молоке с нулевой видимостью. В Москве была уже такая прямо осенняя погода.
Нас поставили к терминалу С, а не куда-нибудь на удаленную стоянку, как у меня это иногда бывает. Высадка была очень быстрой. Полет с Аэрофлотом не принес никаких сюрпризов. Я считаю, что стабильно хорошо. В мелочах бесспорно превосходят многие авиакомпании, но опять же нужно сравнивать яблоки с яблоками на каком-нибудь дальнобойном рейсе. Хотя я часто читаю, что в терминале С на паспортном контроле появились очереди, в день моего прилета были пустые залы. А еще, если у вас биометрический загранпаспорт 75-й серии выше, то можно пройти через автоматические кабинки, это еще больше сэкономит время. С автоматическими кабинками просто граница проходится за 20 секунд. День третий моего полета. Москва встретила каким-то ужасным холодом. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Я прямо чувствую сейчас стыд. Я в первый раз в жизни увидел этот памятник в Шереметьево.